Волочек. Я Харин Арун, представляю лидерский совет топ-менеджеров по партнерской программе сообщества NEMI, также сертифицированный тренер, мастер-профи, ведущий гений финансов. Также являюсь членом Ассоциации «Генералы мира за мир», профессиональный инвестор, предприниматель, спикер. Также у меня 2 высших образования. Один в программном инжиниринге, а второй в бизнесе. Ребята, вопрос вам. 8 «да» означает, 9 означает «нет». Ребята, скольким из вас понравилась вчерашняя сессия? 8 «да», 9 «нет». Ее вел Эндрю Хокс. Драгош, также у нас был спикер, впервые выступал из России. 8 «да», 9 «нет». Здорово. Вижу, что очень много 8. Итак, на этом, ребята, начнем с первого интервью. Буду спрашивать, как вам тренинг и как у вас успехи и как у вас прогресс. Админ, это вам вопрос, просьба, можете пригласить любого из английских, из русскоязычных спикеров, интервьюеров. Так, первый вопрос будет следующий им. Откуда они? И пускай представятся. В каком они статусе в компании? Здравствуйте, меня слышно, нет? Есть из итальянского чата желающие. Давайте так, у нас сейчас 3 желающих, да, я слышу, из итальянской группы, из русскоязычной, англоязычной. Начнем с русскоязычной группы, хорошо? Давайте. Михаил Аринкин, можете говорить. Ага. Здравствуйте, Харин. Меня зовут Михаил Аринкин. Я из города Рубцовск, это Россия, Сибирь. У нас сейчас хорошо, холодно. Так, какие у меня были проблемы? Да много проблем. Можете еще раз повторить, пожалуйста, свое имя, поскольку оно, может, сложно звучит для наших ушей. И откуда вы еще раз повторите? Михаил Аринкин. Я из города Рубцовск. Рубцовск, Алтайский край, это Сибирь. Здорово, хорошо. Вопрос к вам. Как вам понравилась сессия вчера? Вот мощь рассказывания, повествования истории. Вчера была очень интересная сессия. Как бы узнал начало разговора в рандеву, вот именно сообщением тет-а-тет. То есть, ну, как правильно представиться человеку, предоставить свою историю. Ну, в общем, я уже себе выписал примерные наброски так. Но у меня много получилось, долго, сильно. Здорово, Михаил. А можете нам вот поделиться с нами одним самым, наверное, таким важным, выделяющимся для вас уроком со вчерашней сессии? Михаил, еще раз, каким бы вы уроком хотелось поделиться, который вы извлекли со вчерашней сессии для наших слушателей? Самый мощный, самый такой запоминающийся. Блин, ну как общаться вообще, представлять себя, вот, то есть, как бы важные моменты вчерашней сессии. Именно вот начало, представиться, вот прям важно вот этот момент, представиться, объяснить человеку, с чего ты начал, чего достиг, понравилось тебе это, не понравилось, ну и объяснить, почему вам это не понравилось и почему вы решили вот именно пойти вот нашим путем.
Ну да, как растопить лед, да, другими словами. Да, конечно, то есть представить человеку также, что ты простой там, ты не Хорошо, пришел подождите, уже... Михаил, а А. могли бы вы сказать, вот что вы с нетерпением ждете, реализации чего вы с нетерпением ждете вот из извлеченных уроков, и как вы это используете на пользу для себя и для своей команды? Хм. Ну как, я занимаюсь, развиваюсь, то есть у меня идет самообразование. То есть некоторые моменты, допустим, я, которые раньше думал, сделать или не сделать, сейчас я просто беру и делаю. То есть и это классно. Хорошо, тогда, Михаил, вот вы видите, что сейчас получается у вас больше уверенности, да, в том, как рассказать свою историю людям. Ну да, конечно, то есть я как бы осмыслил, именно вот так, как порекомендовали сделать, от начала и до конца. И, блин, что хотел сказать. Ну, то есть правильно донести мысль до человека, вот это важно. Здорово, как раз этого ответа я от вас и ожидал. Здорово. Так, перед тем, как мы вас отпустим, Михаил, Ага. дайте две рекомендации нашим другим участникам, да, людям, которые вот еще не умеют это делать. Как бы вы им порекомендовали свою историю рассказать наилучшим образом? Ну, как я вижу ситуацию, да? То есть начать надо, мне кажется, рассказать с детства. То есть оно было, не было, да. Потом там, грубо говоря, где учились, как учились. Потом у большинства людей есть армия. Ну и рассказать, что вы делали после армии. Ну и как вам это все надоело, и вы начали заниматься вот делом. Один из важных моментов, надо не просто людям говорить, что там, давай, друг, ты там сейчас заработаешь миллиарды долларов. Надо продвигать саму философию Нэми. Я вот так считаю. А второй, как совет, вот как мне говорил один человек прекрасный, вот там, где страшно, туда и надо идти. Вот. Я даже сейчас волнуюсь, общаюсь, то есть, блин, иногда даже слова подобрать не могу. На самом деле, великолепнейший совет. Спасибо, Михаил. Давайте теперь послушаем еще одного нашего участника. Давайте, может, Благодарю вас. англоязычной группы. Михаил только что нам сказал, что страх – это самый главный фактор. И Да, очень много я людей был. именно боятся идти и начать разговор. Как мне пойти начать с ними разговор о бизнесе? А некоторые люди, они же даже и не хотят вас слушать. А что Михаил, да, нам сказал, и об этом говорили тренеры тоже. Начинайте со своей истории, и вы так установите связь со своим собеседником. Хорошо, ребята, сейчас я перейду к англоязычному спикеру, англоязычному выступающему. Я вижу, что Рута Долбе, если я, может, неправильно произнес фамилию, извините, я вижу, что она подняла руку. Рута? Я уверен, что микрофон вам активировали. Пока ждем. Модераторы, вы видите, у Руты поднята рука. Если она сейчас не подключится, давайте тогда другого выступающего выберем. Вот здесь готов человек из итальянского чата. Да, как раз-то я напомнил Харину по поводу итальянского нашего участника, и сейчас он говорит, давайте послушаем итальянца. Ok, potete parlare. Напомню, значит, имя, ваш статус и как у вас сегодня ощущения по Вы вчерашнему. меня слышите, подскажите?
Как меня слышно? Итак, добрый день всем. Меня зовут Катя Ферини. Я живу в городе Виллафранко, возле Вероны. Я менеджер в статусе. И уже как год я нахожусь в этой компании. Мне нравится очень этот опыт. Особенно благодаря тому, что я познакомилась с Андреем в 2018 в Риме. И как раз-таки вот от этого все началось, с этого все началось. Потому что я верю в энергию, я верю во Вселенную, и поэтому я поверила и в это. И поэтому я бы хотела сказать, что, конечно, это дело не в деньгах. Деньги важны, но именно то добро, которое мы несем в мир. И поэтому мне очень это понравилось, этот опыт. Я вообще из Флоренции, у меня было очень много магазинов, как бы в собственности, у которых в этих магазинах работало около 6 человек, поэтому, как бы, я сказала, я всегда занималась бизнесом, я была, можно сказать, свободным человеком, но я не смогла достигнуть тех результатов, которых хотела. То есть плюс-минус был у меня баланс, но сейчас я поняла, где я ошибалась, потому что мечты и цели, вот что важно. И где-то на середине своей жизни я поняла, что я делала не так. К сожалению, я потеряла близкого человека, я осталась одна с маленьким ребенком. И единственная вещь, что я могла сделать, это взять себя в руки и начать действовать, начать расти. Я всегда искала чего-то большего. И я поняла, что я это нашла, когда встретилась с Андреем. Когда я вступила в наш марафон, начала участвовать, чтобы расти и улучшить себя. И также смочь достигнуть тех результатов, которых мне не хватало. Вот, у меня как бы все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задайте мне, потому что, не знаю, в ту ли степь меня понесло. Большое спасибо за вашу историю. У меня есть один к вам вопрос. Вот вы только что сказали, что у вас был опыт в области бизнеса, а сейчас вы понимаете, как бы вы по-другому это все сделали. И вот тогда вопрос вам. Какие же у вас рекомендации, которые вы хотели дать всем тем, кто нас сейчас слушает, по поводу того, как дальше участвовать в этом марафоне, и как вы считаете, этот марафон поможет им в жизни добиться значительно больших результатов? Ну, во-первых, нужно верить в себя. Нужно очень мечтать по-крупному, потому что никто нас не может ограничить в этом, а также пытаться реализовать себя, потому что мы здесь на Земле для того, чтобы понять, что мы хотим получить, и также мы должны сделать так, чтобы все наши мечты сбывались, помогать людям, большому количеству людей. Это было всегда моей мечтой. И даже без денег, потому что я люблю помогать ближним. Ну, в принципе, и все. То есть делать максимально, что мы можем, верить в себя и достигать своих мечт, потому что это просто фантастично. Спасибо большое. Великолепный совет. И, ребята, перед тем, как мы продвинемся дальше, поставьте в чаты, независимо от того, на каком языке вы говорите, испанский, русский, английский, итальянский, верите ли вы в себя и верите ли вы в то, что необходимо помогать другим людям, близким, далеким, всем. Поставьте плюсик в чате. Ребят, вижу, что ставите плюсики. Спасибо. Очень много людей пишут: я верю в себя.
И здорово, что... А могли бы вы отключить лишние микрофоны? Спасибо. Здорово, сейчас мы отключили лишние звуки. Поставьте плюсики, если вы уже не слышите ничего лишнего, чтобы я понял, что все хорошо. Здорово, хорошо. Итак, без дальнейших проволочек у нас два великолепных спикера, один из России, один из Италии. И на этом мы еще к ним обязательно перейдем, но давайте сейчас поговорим о вашем домашнем задании на вчера. Да? Это рассказать свою историю 10 незнакомым людям и пригласить их на презентацию в вашем районе, будь это в субботу, там, в воскресенье. Итак, ребята, на этом я хотел бы, чтобы прокомментировали, сколько из вас сделали, выполнили эту домашнюю работу. Поставьте 7 в чате, если вы сделали, и 9, если вы не справились. Или 8, что вы еще не почувствовали вот этот позыв, да, сделать это. Не волнуйтесь, не переживайте, не стесняйтесь. Мы все вместе улучшаемся, все вместе здесь учимся, и мы должны помогать вам, мы призваны помочь вам. Вижу, ребята, ставите 7, 8, 9. Большое спасибо вам за вашу честность и желаю вам набраться уверенности и начать это делать. Я предлагаю, может, выйти на свои рабочие группы, выйти на своего куратора, они вам дадут совет. Если вы еще зайдете в группу «Марафон МКИ 260», там очень много есть людей, которые делятся своим опытом, как у них это получается. Я думаю, сегодня еще больше советов разных появится. Поэтому, ребят, не стесняйтесь. Очень много, естественно, идет от страха. Вот как нас сегодня российский собеседник сказал, что страх – это нормально, но не давайте страху себя сковывать. И если вы не преодолеете страх, вы не продвинетесь вперед. Только вы можете выйти из своей собственной зоны комфорта. Помните, я вам говорил речь, которая начиналась со «слабо». Да? Если вы все еще сидите и ничего не делаете, я вам бросаю вызов и говорю слабо вам встать и начать делать. Ребята, я хотел бы еще проинтервьюировать 2 человек по домашней работе, внимание. Хотел бы послушать, как они рассказывали свою историю, приглашали на презентацию. Ребята, сейчас я выберу. Можете уже начать поднимать руки. Давайте начнем с... Давайте, может, из испаноговорящей аудитории. Ребята, может, у нас там есть желающие? Было бы здорово послушать кого-нибудь оттуда. И когда вас подключат, скажите, пожалуйста, свое имя, откуда вы, а затем я начну задавать вопросы. Хорошо? Пока из испанского чата никого нет. Кайрат Кинжитаев, можете говорить. Пока нету раз из испаноговорящего чата, давайте послушаем наших англоговорящих слушателей. Сейчас я посмотрю, кого я вижу. Джойс. Здравствуйте. Джойс Хэрис, а вы меня слышите? Да, могу. Привет, Джойс, как дела? Откуда вы, расскажите? Я из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка? Здорово. Наверное, там поздно у вас сейчас? Уже ночь, да. Там. Поэтому позвольте вас действительно поблагодарить за то, что вы так поздно с нами находитесь в этом тренинге. Может, расскажете нам о том, как вы рассказывали свою историю незнакомцам? А вы знаете, я не смогла поговорить. А вы планируете это делать в ближайшем будущем? Конечно, планирую. Я просто так стесняюсь, вот пытаюсь выбраться из своей зоны комфорта, как вы говорите. Ну, хорошо, Джойс. Тогда хотелось бы
сказать вам следующее. Послушайте, и вообще-то всем. Не всегда же нам будет вести, да, не всегда коту масленица, как говорят. Поэтому будут моменты, когда вам сложно. Есть люди, всегда будут моменты, когда вы будете испытывать невероятные трудности. Но как вы считаете, как необходимо подготовиться к тому, чтобы рассказать свою историю? Ну, вы знаете, что я пытаюсь делать? Я пытаюсь репетировать. Вот я ее репетирую, чтобы набраться уверенности в том, как я буду рассказывать свою историю. Здорово, Джойс. Я думаю, так и необходимо делать. Хорошо, Джойс. Есть желающие из испанского чата, если что. А сколько людей вы пригласили на вебинар? Ну, или попытаетесь пригласить? Я попытаюсь пригласить максимальное количество, сколько смогу. А вы уже прописали число? Потому что, знаете, конечно, легко сказать, сколько я смогу. Но если вы пропишете число, это как уже обязательство. Поэтому пропишите число. Ну, я хочу 10 человек пригласить, как минимум. Вот как и в домашнем задании у нас было задано. Джойс, тогда желаю вам выполнить свою задачу. Готовы ее сделать? Да, я готова. Здорово, Джойс. Итак, большое спасибо, Джойс. Перейду к следующему выступающему. Так, ребята, нам сказали, что у нас испаноговорящий слушатель изъявил желание. Мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, откуда вы и ваш статус компании. Ну что? Да, здравствуйте. Я пыталась, но у меня я нечаянно нажала не ту кнопку. Но все, теперь я здесь с вами. Меня зовут Альма Роса. Я начала... Еще раз, меня зовут Альма Роса. Я сейчас в Калифорнии, в США. И немножко плохо я слышала, и меня было слышно, но теперь все хорошо. И да, пожалуй, я начну. Я присоединилась к нашей компании с определенными целями, но я еще пока к ним не пришла, но я делаю все возможное, чтобы достичь этих целей. Я очень стараюсь, я очень хочу, желание просто зашкаливает, и наши цели, общие цели этого нашего марафона, и я думаю, что мы к этому придем за достаточно короткий период времени, все вместе. И мои ожидания, они очень велики, они огромны. Послушайте, у нас мы как бы это интервью проводим с целью проверки домашнего задания. И вопрос следующий. Получилось ли у вас рассказать свою историю и сколько человек вы пригласили на вебинар в субботу? Да, я сделала домашнее задание, но я была в путешествии, но я выполнила домашнее задание. У меня уже есть 2 приглашенных на вебинар. Здорово. Я вижу, что вы действительно привержены делу приглашения людей на вебинар. Большое спасибо, моя итальянская, позвольте сказать, подруга. Вижу, что вы действительно стоите на пути выполнения своей задачи и уверен, что к субботе у вас наберется 10 человек. Итак, ребята, а теперь позвольте без дальнейших проволочек пригласить великолепного человека, которая невероятный вебинар провела в субботу и рассказала о миссии нашей компании. Мила Сердюкова, поприветствуйте ее, пожалуйста. Она председатель президентского совета, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, директор по стратегическому развитию компании, тренер мастер-профи, ведущий гений финансов. Без дальнейших задержек представляю вам Милу Сердюкову. Благодарю, Харин. Очень классная сессия, начало.
Друзья, я вас приветствую. Очень рада видеть, что каждый день нас, кстати, становится все больше и больше. Это очень радует. И подскажите мне, пожалуйста, кто вот начал с самой первой сессии марафон, была ли у вас возможность по истечении недели подключить новичков к марафону? Не видно меня? Сейчас, секундочку. Видно теперь? Видно, да? Отлично. Ага, давайте еще раз вопрос. Была ли у вас возможность подключить новичков вот за неделю к марафону? Была. Ага, благодарю. Подключил одного. Молодцы, молодцы, ребят, здорово. Мы видели, что по статистике, что выросло количество участников на марафоне. Это очень радует, потому что чем больше людей у нас участвует в марафоне, тем, разумеется, быстрее мы сможем прийти к своей миссии. Это от 15 до 35% населения всей планеты. Поэтому очень здорово, что вы сейчас подключаете. Как вы знаете, у нас до 15 числа есть возможность подключить по льготным ценам. Поэтому обязательно используйте вот эту возможность, чтобы подключить как можно больше людей к марафону. Итак, почему я начала говорить о подключении? Потому что наша тема сегодня, можно, пожалуйста, следующий слайд, как раз-таки речь пойдет о подключении в бизнес. Давайте я, наверное, подключу свой слайд. Сейчас, секундочку. Пока я подключаюсь, скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, что вообще такое система подключения? Как вы думаете, что такое подключение? Что вообще, кого куда подключать? Рекрутинг. Кто-то не знает. Подключение к бизнес-процессу. Подписка в бизнес. Хорошо. Отлично. Первая инвестиция. Интересно. Смотрите, что такое система подключения? Система подключения – это как раз-таки тот важный момент, когда вы подключаете или присоединяете человека, вашего друга, знакомого к нам в бизнес. То есть это вот второй шаг по системе. Помните, Петр вам рассказывал, что у нас есть всего 4 системы. Я хочу вам еще раз их напомнить, для того, чтобы у вас вот прям по полочкам отложились эти системы. Первая система – это система отбора и привлечения. Мы с вами о ней уже поговорили. В системе отбора мы занимаемся списком, подготовки списка потенциальных кандидатов, мы составляем список клиентов, и также мы квалифицируем. Помните, мы делали сессию квалификационный вопрос, переворотный вопрос. То есть система отбора или привлечения в бизнес – это когда мы отбираем тех кандидатов, с кем нам в дальнейшем работать. Вторая система, которую мы сегодня с вами разберем, это система подключения. То есть когда мы уже даем информацию, когда мы выявляем потребности, когда мы делаем презентации, то есть система подключения – это тот момент, когда мы берем нашего кандидата, и из кандидатов он становится инвестором, партнером, участником, совладельцем, как вы хотите это назвать. А следующая система, после того, когда уже человек у нас зарегистрирован, когда он уже стал партнером, когда он стал инвестором, когда он купил АИПы, он хочет развиваться в дальнейшем, у нас есть третья система, это система обучения МКИ, где мы обучаем его, что у нас за система, чем мы отличаемся, какие возможности мы даем. И в этой системе обучения у нас как раз-таки очень много
есть курсов как по бизнесу, так и по инвестированию. И вот этот тренинг, который вы сейчас, друзья, проходите, марафон 260, он как раз-таки относится к системе обучения. То есть вы сейчас все, кто здесь в комнатах на всех языках, вы на третьем шагу сейчас система обучения МКИ. И четвертая система – это система роста лидеров. Есть определенные тесты, которые мы делаем для лидеров, выявляем лидеров, растим лидеров, если можно так сказать. Это последняя заключающая система, где человек уже хочет стать, возможно, там, открыть офис, либо стать членом лидерского совета, глобального совета, президентского совета. То есть это те, кто у нас уже лидеры. И вот эти 4 системы – это самое, наверное, важное, что вам нужно понять и начать практиковать. И мы с вами только прошли на прошлой неделе первую систему, и сейчас я расскажу вам, что же такое система подключения. Все верно говорит Николай, это тоже процесс дублицирования, разумеется. То есть все эти системы необходимо дублицировать. Это, знаете, как работать по франчайзинг, да, по-русскому. Когда вы покупаете готовый бизнес, и все, что вам нужно сделать, это использовать ту систему, которая есть, и начать это делать в своем ресторанчике, либо в своем городе. То есть уже есть рабочая система, которую вы используете, вы за нее платите, потому что эта система доказала, что она успешна, как Макдональдс разросся по всему магазину, либо Starbucks, потому что у них была система. Они понимают, как нужно работать, как нужно обучать, какие продукты надо покупать. То есть до каждой мелкой детали система прописана. Также и у нас. Чтобы вам вырасти до лидеров, чтобы вам вырасти и стать членами глобального совета, либо президентского совета, то, разумеется, вам нужно эту систему дублицировать. И когда эта система разложена по полочкам, то дубликация становится очень легко, просто, весело, и все при этом получают удовольствие. Поэтому давайте посмотрим систему подключения к бизнесу. Все, кстати, попрошу слайды вот этой сессии тоже передать. Насколько я видела, есть записи у вас. Прошлые уроки уже в личном кабинете появились. Обязательно вот по системам прям либо фотографируйте слайды, либо заходите потом в запись, чтобы у вас как бы были инструкции, да, особенно вот когда мы говорим о системах. Значит, что же такое система встреч и предложений? Вообще система подключения, она может также делиться на несколько шагов. То есть первое – это когда мы пригласили на рандеву, это мы уже с вами отрабатывали, то есть человек пришел к вам на встречу, пришел к вам на рандеву. А скажите, пожалуйста, кто уже проводил рандеву? То есть люди, которые на прошлой неделе, давайте за определенный отрезок, проводили рандеву с новичками. Угу. А были такие люди, поставьте минусики, если вы не проводили рандеву на прошлой неделе. Очень много не проводили. Но смотрите, сегодня как раз-таки я вам расскажу про рандеву, и все те, кто не проводили рандеву, с завтрашнего дня уже у вас не будет такого excuse, ой, не знаю, не будет такого оправдания, почему вы не сделали. То есть теперь сейчас у вас будет система, поэтому вы только будете их делать. Уже не сможете сказать, что вы не знаете и вы не делали. Значит, что такое вообще рандеву? Рандеву – это, насколько я знаю, французское слово. Оно значит встреча, ожидаемая встреча. Есть, кстати, в России, заметила, магазины тоже называются рандеву. Думаю, интересное такое название. Вот, мы тоже делаем в нашем бизнесе рандеву. Это ожидаемая встреча. Значит, и рандеву может делиться на два шага. Первое рандеву – это мы делаем 1 на 1. Называется предварительный отбор. Во время предварительного отбора мы пытаемся
понять, выявить потребности, мы пытаемся понять, насколько человеку интересна наша точка входа. Помните, мы говорили про точку входа как образование либо бизнес. То есть первое рандеву 1 на 1, оно может быть больше как выяснение потребностей. Затем мы приглашаем уже человека, это может быть либо онлайн по Zoom, либо по Skype, это можно пригласить в офис, это можно пригласить куда-то в кафешку, где вы новичок, приглашаете вашего потенциального партнера, и желательно, чтобы вы также пригласили с собой вышестоящего спонсора. И об этом тоже говорили спикеры на прошлых занятиях, что, разумеется, когда вы новичок, то намного проще делать рандеву, презентации с кем-то, с вашим вышестоящим пригласителем, потому что у них уже есть больше опыт, и всегда, когда вы продаете кого-то, и у этого кого-то уже есть определенный опыт, либо он уже достиг чего-то, то, конечно, рандеву, оно будет попроще. И обычно, вот я заметила в своей практике, когда я работаю с новичками, я в основном по Zoom мы делаем рандеву, то есть первые 5 рандеву мы проводим вместе. То есть как это работает? Новичок, давайте назовем его Джон, первую, значит, он провел отбор, он понял, выяснил потребности, он приглашает человека на презентацию со мной, потому что человеку интересно узнать, что мы за компания, чем мы занимаемся. И первое рандеву, первую презентацию троем я делаю сама, да, вот первую. Он меня продает, то есть он делает начало, представление, затем он меня продает, и я делаю презентацию. Вторую встречу уже мы с ним делим, то есть я ему даю какую-то часть презентации, чтобы он тоже попрактиковался. Третью встречу мы с ним делаем 50 на 50, то есть он включается уже в какую-то половину, дополняет то, что я говорю, и я уже помогаю и делаю ту часть, в которой он еще плавает. Четвертую презентацию он уже делает большинство частей, и я только делаю мотивационную часть, то есть я делаю такие части, где нужно вот именно человека как бы подтолкнуть на то, чтобы он принял быстрее решение. А последняя презентация, он уже делает ее сам, и я ему уже даю обратную связь. И вот эти 5 презентаций достаточно 5 раз повторить для того, чтобы новичок вообще понял, как все работает, потому что сама система проведения рандеву и презентации, она довольно-таки легкая, то есть ее нужно наработать, ее нужно несколько раз самому проговорить, отрепетировать и затем просто дублицировать. И с каждым новым человеком вы будете видеть, как ваша презентация, она раскрывается, как она становится более интересной. Но тем не менее, встречи 2-1 — это человек-новичок, плюс его спонсор, плюс его кандидат, они очень классно работают. Поэтому я рекомендую по максимуму использовать эти возможности, делать рандеву 2+1. И четвертый шаг после презентации, после того, как мы провели уже первую презентацию человеку, мы приглашаем его как следующий шаг на вебинар, либо на конференцию, то есть более такую расширенную. И у нас каждую субботу идут вебинары на всех языках, мы об этом сегодня с вами поговорим, где человек может получить, либо потенциальный партнер уже может получить информацию более глубокую. То есть цель презентации, очень важно, это не перезагрузить информацией. Помните, я тогда вам рассказывала, что моя первая презентация, когда Арман делал, это было 5 часов. Конечно, я просидела все эти 5 часов, мне было очень интересно слушать Арманда, и я отсидела с ним 5 часов, но я, конечно, вышла, у меня голова вот так вот пульсировала от этой информации, и я, конечно, в конце вообще запуталась, что это за компания, столько всего многогранного было сказано, и, конечно, потом уже в следующей встрече я задавала уже более конкретные вопросы, Арманд уже более конкретно отвечал. Поэтому цель вот как раз-таки рандеву — это не перегрузить человека, поэтому нужно давать информацию по частям. И когда вы приглашаете человека, потенциального партнера уже на 4-й шаг, то именно тогда, в этот момент обычно происходят покупки. Помните, в субботу, когда я делала вебинар,
Я вижу, что многие из вас участвовали в этом вебинаре. Вот скажите, пожалуйста, что я продавала, какие продукты я продала на этом вебинаре? Если внимательно слушали, то вы заметили, что я там продала 2 продукта. Что это были за продукты? Угу. Марафон. Гений финансов. Молодцы, как быстро ответили. Сейчас посмотрим, как у нас другие комнаты. А что это у нас в англоязычной никто не пишет? Или вы думаете, что мы смотрим только на общую комнату? Испаноязычная. Да, все верно, ребят. Марафон и гений финансов. Конечно. И получается, что вот после вебинаров, конференций всегда будет продажа определенного продукта либо продуктов. И в этот момент люди как раз-таки могут принять решение, что да, я хочу стать партнером этой компании, я готов купить этот продукт, я готов участвовать. Поэтому 4-й шаг, когда более углубленно дается информация для потенциального партнера, который после 4-го шага становится уже инвест-партнер. И последний, 5-й шаг заключающий, это переход уже в другую систему. Видите, как каждая система, она плавно переходит от одной в другую. То есть приглашение на рандеву — это была предыдущая система, система приглашений. И последний, 5-й шаг, мы уже переходим в систему обучения. То есть человек стал нашим партнером, он проникся продуктом, он заинтересовался, он видит ценность, он хочет обучаться, он хочет также заниматься развитием бизнеса. Тогда мы предлагаем 5-й шаг, вот, пожалуйста, пройди обучение. В данном случае у нас это марафон. Поставьте плюсики, кому понятно, как все эти системы взаимодействуют, и понятна ли логика, вот эти шаги, которые мы делаем на 2-й системе подключения. Угу. Другие чаты? Супер, молодцы. Все понятно, отлично. Идем дальше. Сейчас я вам хочу рассказать именно о том, какие составляющие должны быть в рандеву. Как мы уже с вами обучились, рандеву вы можете, первое рандеву выяснения потребностей вы можете провести сами, но рандеву, которое идет со спонсором, оно более глубокое, и как раз-таки на этом слайде у вас написано система проведения рандеву, которая дает вам 100% результат. Почему такая уверенность в 100% результате? Да потому что у нас не только уникальный продукт, который каждый, в принципе, человек, с которым я лично общаюсь, я знаю, многие лидеры общаются, мы практически не получаем отказов, потому что сегодня каждый заинтересован образовываться, каждый интересован сохранять, приумножать деньги, каждый будет заинтересован прийти, поиграть в гений финансов, каждый будет заинтересован вообще получить некие знания, некую ценность, которую они уже могут использовать сегодня. Поэтому система проведения рандеву, она у нас очень четкая, она разбита на определенные критерии, и когда вы будете тренироваться, пожалуйста, именно используйте, вот, знаете, как по шаблону. В дальнейшем ваше рандеву, оно может приобретать некие, свои какие-то собственные фишечки, да, вы будете вставлять, но особенно для новичков не пытайтесь создать как бы свой велосипед, используйте тот велосипед, который есть. Знаете, очень часто я привожу такой пример на конференциях, тренингах о том, что кто использует мобильные телефоны. Вот напишите, давайте с вами проведем тоже такой небольшой опросник. У кого есть мобильный телефон? Поставьте плюсики. У всех, круто. Другие чаты тоже, да, у нас активны? Активны. Угу. А скажите, а кто сделал сам свой телефон? Напишите плюсик. Кто сам себе сделал телефон? Да, вот никто, да? Вы все-таки покупаете телефон. Отлично. И 3-й вопрос. А кто из вас знает,
как именно работает ваш телефон, что именно внутри вообще этого телефона, как происходит связь, как происходит вообще зарядка, как вот это все взаимосвязано. Вот кто-нибудь знает, как внутри работает телефон? Угу. Смотрите, что мы вот таким опросником, что мы выявили. Первое, что все используют уже существующую систему, телефон, существующий продукт, который работает для каждого идеально. Вот так же у нас есть система, которая работает для всех, если ее использовать. Нету смысла придумывать свою систему, потому что вы не придумаете свой телефон, вы берете и покупаете то, что имеется. Также и у нас. У нас есть система, и вы ее покупаете путем прохождения тренингов, путем изучения. То есть вы купили эту систему. И третье, это что внутри телефона. Вы же не знаете, что именно внутри телефона. И здесь, понимаете, вам нужно довериться, что то, что мы вам даем, это работает. И мы знаем, что этот продукт работает. Мы видим, какой результат люди имеют после того, как они подключаются в нашу компанию, после того, как они проиграют гений финансов, либо пройдут какие-то тренинги. Мы видим результат. Мы видим, как лидеры, которые вообще до этого не занимались каким-то другим бизнесом, традиционным бизнесом, например, в Индии у нас есть один мальчик, ему 17 лет. Так он сегодня зарабатывает больше, чем его мама и папа вместе взятые, работая двухсмену на фабрике. Это работает, потому что именно есть система. Поэтому также для вас, друзья, постарайтесь вот это принять так, как оно есть, и просто это практикуйте. Договорились? Не будем свой телефон создавать, не будем пытаться подковырнуть каждой детали, а вот это для меня не работает, а вот это я не знаю. Порой не нужно знать, нужно просто идти и делать. Отлично. Смотрите, значит, как у нас проходит рандеву. Первое – это вступление. Да? Мы начинаем обменяться любезностями. Вчера Гарифулла Оканджибай очень хорошо рассказал нам, как надо выглядеть, как нужно правильно общаться с человеком. То есть это все очень важно, особенно когда мы проводим рандеву, все-таки мы приглашаем человека, потенциального партнера, для того, чтобы он стал частью нашей компании в идеале. Мы хотим, чтобы люди стали с нами работать, сотрудничать, поэтому нужно также выглядеть соответственно. А после того, как мы обменяемся любезностями, это может быть «Привет, как дела? Отличный день, классно выглядишь». То есть это может быть что-то такое мелочевое, какой-то комплимент. Если вы не видите друг друга вот, физически, то даже через Zoom, через онлайн можно также обменяться просто хотя бы любезностями. Вот сегодня кто-то написал: «Мила, прекрасно выглядишь, все, у меня уже улыбка, отлично, я рада, уже сижу тут и свечусь». То есть вот такие маленькие какие-то моменты, они не играют свою роль, то есть они предрасполагают к разговору. Идем дальше. Выявление потребностей. Вот выявление потребностей – это очень важная часть. Здесь вам нужно, если вы ни разу это не делали, то посмотрите тренинг о мечте. Это есть в личном кабинете, в АИПах, в доступе. Если вы нажмете на образование, вы увидите различные программы, которые вам доступны. И один из тренингов будет тренинг о мечте. Но вкратце я расскажу, что нужно вообще для потребностей. Вам нужно понять, что хочет этот человек. То есть вам нужно понять, где находится его, не проблема, то есть в чем он нуждается, о чем он мечтает, что он хочет достичь, чего он ожидает. Человек пришел навстречу, он выделил время не просто потому, что ему скучно и нечем заняться. Поверьте, друзья, каждому есть чем заняться, и все бегают вот так, как белки в колесе. Человек уделил вам время, потому что у него есть некие ожидания. Он надеется, что, возможно, эта компания, этот бизнес, этот проект поможет ему реализовать свои мечты. Поэтому прежде чем даже начинать говорить о презентации, нужно выявить потребности, нужно понять, о чем мечтает человек, нужно поговорить, а зачем ты пришел. Я прям с этого всегда и начинаю, после того, как «Привет, как дела? Отлично выглядишь. А скажи, пожалуйста, какие у тебя ожидания об этой встрече?» То есть я прям использую эту фразу, она для меня очень хорошо работает, и обычно человек начинает как бы раскрываться. Перед тем, как спросить, еще иногда я
спрашиваю, ты не против, если я задам тебе пару вопросов? Вы прямо сейчас, ребят, вот записывайте то, что я говорю, вам это поможет. То есть прежде чем начать спрашивать вопросы, можно и в некоторых случаях даже нужно спросить, ты не против, если прежде чем мы начнем, я задам тебе пару вопросов? Человек обычно говорит, ну да, конечно. И тогда уже начинаешь задавать вопросы. А скажи, пожалуйста, какие ожидания у тебя есть от этой встречи? И потихоньку, то есть человек начнет раскрываться. То есть он скажет, какие ожидания. Если человек скажет, ну вот я пришел, потому что я все-таки надеюсь, что этот проект сможет изменить мою жизнь там, к лучшему, да, такой абстрактный. Тогда копайте более глубоко, скажите, а что именно для тебя улучшение в твоей жизни? Что ты имеешь в виду? То есть пытайтесь найти вот эту спецификацию, будьте специфичны, что именно хочет человек. Чем лучше вы поймете потребности вашего кандидата, тем лучше вы сможете и эффективнее сделать рандеву. Это то же самое, как, знаете, вот представьте такую картину, вы пришли к доктору в кабинет, и доктор говорит, все, ложись, мы делаем тебе операцию. И ты, воу, какая операция, я еще даже не сказала, что у меня болит. Вот точно так же многие поступают. Они видят, что кто-то пришел навстречу, и они начинают, сейчас я тебе расскажу, что у нас есть. И они начинают гнуть свою линию и говорить человеку, что у нас есть в компании. А человек сидит, и он вообще не понимает, о чем речь, потому что он думал, что он пришел вообще на тренинг, а ему говорят о каком-то вообще другом инструменте, как можно заработать деньги. То есть, понимаете, вы должны узнать у человека, с какими надеждами идет он к вам, что он хочет. Поставьте плюсик, кому это понятно. То есть не будьте теми врачами, которые сразу напрыгивают и говорят, все, вот ложись, сейчас тебе будем вырезать аппендицит. Какой аппендицит? У меня голова болит. Я к вам пришел не потому, что аппендицит, а потому что у меня голова болит. Точно так же с вашими партнерами. Прям вот эту картинку нарисуйте, прежде чем вы что-то ему предлагаете лечить. Выявите потребности, что у него болит, какая у него боль. Это деньги, это время, это, может быть, он хочет путешествовать, может быть, этот человек хочет стать знаменитым спикером, оратором, тренером. То есть найдите его боль. Как только вы выявляете боль, вы можете делать презентацию намного эффективнее. Идем дальше. После того, как вы выявили потребности, вы переходите к презентации. Значит, презентация на рандеву, она довольно-таки короткая, вам не нужно давать прям полностью все там 50 слайдов и часами сидеть. После того, как вы выявили потребности, вы делаете такую небольшую презентацию, где вы презентуете, кто мы такие, чем мы занимаемся, историю, факты, обязательно используйте факты в вашей презентации. И затем вот эту боль, которую человек вам сказал, в презентации должен быть ответ. То есть как вот то, что он хочет получить, как он это может реализовать в нашей компании. Если он говорит о том, что я хочу зарабатывать, но при этом я не хочу тратить там по 10-12 часов, потому что я сегодня на своей работе работаю, и я зашиваюсь, то тогда вы это в презентации тоже обязательно используете. То есть вы можете сказать, ну вот смотри, здесь ты можешь начать 2 часа в день, 2-3 часа в день, и ты уже можешь начать там, строить бизнес и так далее, и так далее. То есть используйте то, что человек хочет, ради чего он к вам пришел. В презентации должен быть для него ответ, должен быть отклик. Это очень важно, это и есть вот эта связка между выявлением потребностей и презентацией. А затем, после того, как вы закончили презентацию, вы спрашиваете, есть ли какие-то вопросы, круг согласия уже с вами проходили, работаем с возражениями, это тоже мы с вами проходили. То есть мы пытаемся получить обратную связь. Все ли понятно, есть ли какие-то вопросы и так далее, и так далее. После того, как возражения проработаны, и обычно вот 3-5, не больше, если больше человек начинает закидывать возражения, есть такое понятие, как правдивые возражения и неправдивые. Неправдивые – это те возражения, которые вам просто говорят, вот, лишь бы к чему-то вот прицепиться. И, по-моему, на сессии с возражениями вы тоже это должны были проходить. То есть, когда вы чувствуете, что человек вам дает слишком много возражений,
там, о, это то, это там пирамида, это не работает, это еще что-то, то вам нужно сразу же его остановить после там 3-4 возражения и сказать: смотри, Джон, я так понимаю, что у тебя есть много вопросов, и это хорошо иметь вопросы, но вот сейчас подумай, какой вопрос вот реально для тебя важен. И после того, как ты задашь этот вопрос, и если я на него отвечу положительно, что мой ответ будет тебе удовлетворителен, готов ли ты будешь тогда сотрудничать с нашей компанией, или готов ли ты будешь сотрудничать со мной? Вот так вот прям задавайте вопрос. И он тогда подумает, так, ага, мне дали последний шанс. Все бредовые возражения отметаем, вот реально, что для меня важно. То есть иногда нужно вот приземлять, иногда нужно человеку задавать такие вопросы, чтобы он немножко приземлился и подумал. Потому что порой люди просто задают возражения, потому что им круто, им хочется посмотреть, как же вы будете защищаться, как вы будете работать с этими возражениями. Поэтому если вы чувствуете, что человек уже начинает просто задавать все подряд, тормозите его. Напишите плюсики, кому это полезно, кто вот получает какие-то такие фишечки, которые можете сразу использовать. Отлично. У нас сегодня по плану сессия немножко дольше, чем 1 час. Надеюсь, что вы не против. Хорошо, идем дальше. После того, как мы сделали с вами, поработали с возражениями, мы даем мотивацию, обязательно даем мотивацию, то есть нужно показать, что он получит, если он присоединится к нашему проекту, либо проникнется нашим проектом. То есть мы не давим на человека, мы не говорим: регистрируйся и плати сейчас. Нет, мы должны сначала предрасположить. А помните вчера пример про лягушку? То есть мы должны предрасположить человека. Не забывайте, это его первое рандеву. До этого он вообще, час назад он вообще не знал, что такая компания существует и что мы можем ему дать. Поэтому не давим, мы постепенно. Мы рассказываем, мы его мотивируем. То есть если он присоединится, то что он получит? Если он не присоединится, то что он получит? И если он не присоединится, обычно здесь вы можете использовать такие темы, как, посмотри на свою жизнь. Если сегодня ты пришел к этой точке, где ты недоволен своей жизнью, то, наверное, ты согласишься со мной, все те решения, которые ты до этого принимал в своей жизни, они, возможно, были для тебя не так эффективны. Потому что если бы они были бы эффективны, то, наверное, сегодня у тебя был бы там другой заработок, жил еще где-то. То есть вы пытаетесь путем разговора, не давя на него, но пытаетесь его подвести к тому, что да, нужно что-то менять. Вот мотивация, это, знаете, это не только вот так, давай, вау, делай. То есть мотивация — это тоже осознание. Вы должны показать человеку, чтобы он осознал, что, реально, если я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, если я хочу, чтобы у меня был дополнительный заработок, чтобы я путешествовал, то мне реально нужно что-то менять. То есть когда вот это есть, понимание, что что-то нужно менять, это самый идеальный, это результат достигнут. Да, слайды я вам покажу, ребят, не волнуйтесь, я вам пришлю после этой сессии, мы скинем вам слайды, у вас будут слайды целой презентации, большие слайды презентации. Для рандеву вам нужно будет это сократить. Это я вам все потом расскажу. Значит, идем дальше. Мотивация, рассказали, смотивировали, предложили варианты сотрудничества. То есть, какие у нас есть варианты. Это может быть, первое, можете изучить информацию. Второе, вы можете посмотреть вот этот вебинар, то есть либо вы можете бизнес, может быть, человеку больше интересно. То есть здесь уже зависит от того, как пройдет ваша презентация, и от того, что нужно человеку, вы уже сможете предложить определенные варианты сотрудничества с вами. А затем мы закрываем сделку. Что значит закрыть сделку? Это не значит, что делаем продажу, да? То есть закрытие сделки — это значит, что мы подытоживаем, что да, этот проект интересен, что человек заинтересован поучаствовать, он очень хочет
развиваться, там, зарабатывать, еще что-то. Он готов изучить материалы, он готов зарегистрироваться в личном кабинете. То есть это вот именно точка входа. То есть он готов войти в этот проект. Пока что мы не пытаемся продать какой-то именно определенный продукт, то есть мы не говорим, вот инвестирую сейчас 3000, нет. Мы именно говорим о том, что человек заинтересован, он открыт сотрудничеству, он хочет знать дальше. И результат – это назначение следующей встречи. То есть концовка вашего рандеву, и мы сейчас с вами проговорили только рандеву, это то, что вы назначаете следующую встречу. Если человек говорит: супер, я готов уже сейчас инвестировать или там покупать пакет на 5000, то вам нужно здесь такой сделать, знаете, эффект стула. То есть вам нужно сказать: подожди, ты сначала изучи информацию о компании, ты сначала посмотри, что у нас есть, какие есть варианты, и на следующей встрече мы с тобой обсудим. И если вы именно так сделаете, ребят, вот человек будет удивлен, поражен, и сразу же он будет еще больше к вам предрасположен, потому что в большинстве компаний какова цель? Это быстро взять деньги. Пока не передумал, нужно продать. Вот у нас такой цели нету, поймите. У нас нету цели быстро продать. И кто из вас в проекте долгое время, вы, наверное, слышали историю Андрея Федоровича, когда он говорил про большую сделку, которую вот на Пхукете он сделал. Возможно, Андрей Федорович сам это расскажет под конец. Он вообще расскажет вам, как назначение следующей встречи помогло ему приобрести вообще партнера, который у нас сегодня вообще стратегический партнер и помогает нам по разным направлениям. Именно благодаря тому, что Андрей Федорович не принял при первой встрече ту сумму, которую инвестор готов был инвестировать. Он сказал: подожди. Вот мы сейчас тоже подождем, и Андрей Федорович нам расскажет, как это было. Андрей, можешь подключиться и рассказать эту историю про вот инвестора? Почему именно важно назначать следующую встречу, и на примере Игоря, как это было в Таиланде? Андрей Федорович? Так, наверное, не подключился еще. Хорошо, тогда мы ждем, когда Андрей Федорович подключится к нам и расскажет историю. Мы тогда с вами идем дальше. Поставьте от 1 до 10, кому понятно и насколько, главное, понятно. От 1 это вам ничего не понятно, 10 вам все понятно и вопросов нет, что называется. 8, 10 даже с плюсом, кому-то очень понятно. Ну, смотрите, друзья, кому непонятно, у нас будет звонок с кураторами на этой неделе. Сейчас вот формируются все группы, поэтому у вас будет возможность спросить, если что-то непонятно, у кураторов, также посмотреть это в записи. Ну и также, как Юлия Булатова сказала, можно задавать вопросы в начале, в конце сессии, если будут еще какие-то моменты, которые нужно уточнить. Идем дальше. Презентация. Значит, смотрите, друзья, можно, пожалуйста, скинуть ссылочку, Николай либо Марина, где у нас будет презентация общая. То есть мы сейчас вам скинем на, по-моему, 5 или 8 языков переведенную презентацию. Это будет презентация общая, и эта презентация, она подходит больше для вебинаров, для конференций, не для рандеву. Но чтобы сделать рандеву, вы можете ее уменьшить. То есть вам сейчас пришлют большую презентацию, там, по-моему, 45 слайдов. Вы их посмотрите, сохраните у себя на компьютере, можете послушать на YouTube-канале. Вам Николай Куц в начале вебинара присылал ссылку на наш YouTube-канал. Эти презентации уже там были рассказаны, вы можете прослушать, как всю презентацию рассказывают. И для рандеву выберите для себя вот пару слайдов. В основном это начало, кто мы, чем мы занимаемся. Обязательно говорим про нейми. И выберите вот, может быть,
бизнес МКИ обязательно скажите, и какой у нас есть, вот пару, например, продуктов тоже можно указать. Это будут образовательные пакеты, можно гений финансов и вот марафон, например. Это, наверное, самые лучшие продукты, особенно для новичков. Ага, благодарю, Марина скинула. Поэтому посмотрите, значит, у вас сейчас будет целиковая презентация. Это презентация для вебинаров и для презентаций, уже который третий шаг, да, у нас, четвертый шаг, простите. Это полная презентация. Для рандеву уменьшаем. И во время рандеву очень хорошо делать презентацию не только вот по слайдам, а рандеву мы также рисуем кружочки. То есть рандеву — это мечты, рандеву — это выявление потребностей, это разговор, рандеву — это кружочки, это показывать потенциал. То есть рандеву — это более такой как бы один на один. А когда мы делаем презентацию, это уже более общая информация для всех. Вот когда я рассказывала в субботу, это была общая такая, это была презентация, да, для всех. Но если бы я делала для новичка рандеву, то я бы не использовала, конечно, все, я бы использовала только некоторые элементы. Кружочки, что за кружочки? Это когда мы рассказываем про бизнес. Это как раз-таки, что такое многоуровневый краудинвестинг. Мы рассказываем, как вообще подключить человека, какой заработок он будет иметь. Мы объясняем маркетинг-план, и маркетинг-план объясняется, как мы рисуем кружочки. То есть вот это ты, вот представь, что ты приглашаешь 5 людей, сколько эти 5 людей получают, а теперь давай представим, что эти 5 людей еще пригласили по 5 людей. То есть мы показываем им, как заработать деньги. Это и есть кружочки, рисуем кружочки. Очень классная практика. Я знаю, что многие лидеры проводят рандеву вообще без слайдов, они работают только вот так один на один, общаясь, рисуя кружочки, объясняя все на пальцах, объясняя все, как бы это идет как разговор. И это очень эффективно, особенно когда человек показывает вообще потенциал роста, потенциал заработка, то, разумеется, эти рандеву, они очень-очень эффективны. Люди сразу пугаются. Но смотрите, это вот, я вам сразу предлагаю вот у себя в голове такой момент запомнить. Это как, представьте, что у вас вот есть свой ресторан, да, вот ресторан. Ну, вот у вас ресторан может функционировать без клиентов? Вот нету клиентов, ни одного. Сможет ресторан? То есть он будет прибыльный, будут ли там кто-то покупать что-то? Нет. То же самое у нас в бизнесе, друзья. Если у вас нету клиентов, если у вас нету покупателей, то ваш бизнес, он не будет работать. То есть это не будет бизнес. То есть вы сами зашли, и вы сами, получается, инвестор, сами партнер, но если вы не строите бизнес, не приглашаете клиентов, то это не бизнес. Это вы просто пассивный инвестор. Поэтому вот эти приглашения, это кажется, что страшно, на самом деле это в каждой, посмотрите, везде приглашают. Едете куда-то в магазин, везде эти там баннеры. Посмотрите, у нас в банке такие-то проценты, такие-то карточки. Заходите в магазин, кто-то дает лифлетки. То есть мы все всегда что-то покупаем. Идем в такси, платим, мы покупаем такси. Заказываем что-то, еду мы покупаем. То есть человек постоянно что-то покупает, каждый день, всю жизнь. То есть мы потребительское общество. Также и у нас в бизнесе. То есть это нужно просто понять, что вы не пытаетесь что-то втюхать, какую-то фигню, которая никому не нужна. То есть вы меняете жизнь человеку, вы даете им возможность зарабатывать, возможность развиваться, вы даете им реально возможность исполнить мечту. Понимаете? То есть что может быть вообще лучшей наградой для человека, если вы ему поможете, если вы ему поможете исполнить свою мечту? Не так много сегодня есть вообще компаний в мире, которые имеют такой бизнес, действительно бизнес для людей, который даст возможность заработка хорошего, который даст возможность передать что-то по наследству. То есть именно вот с этой точки зрения, смотрите, вы помогаете людям. Да вы ничем не хуже, чем доктора, которые спасают людей на операционном столе. Вы спасаете людей от бедности, от экономического коллапса, вы спасаете людей от того рабства, что есть сегодня во многих странах. Вот с этой стороны посмотрите на то, что мы творим.
И тогда каждая встреча для вас будет не напряг, а каждая встреча будет возможность кому-то помочь. И когда вы кому-то помогаете, когда вы вот так смотрите на этот бизнес, то все меняется, друзья. Просто все поменяется. Это поверьте. Начните делать, и вы сами увидите. Идите на каждую встречу как человек, который спасает жизнь. Если человек к вам пришел на встречу, значит, у него что-то, у него в жизни есть какая-то боль, и вы можете ему помочь. Итак, напоследок, система подключения в бизнес. Мы с вами ее всю проговорили. Можете также сделать фотографию этого слайда. Вообще, что нужно сделать за ближайшие 90 дней, как правильно подключать. Первые 10 дней это мы работаем по мечтам. Человек должен ставить список клиентов обязательно. Человек должен сделать сам первую покупку. Обязательно сделать первую покупку. Очень сложно, и, наверное, такое не будет доверия, если, например, кто-то продает какой-то продукт, а сам этот продукт не покупает. У меня было такое очень часто, когда спрашивали партнеры, а ты инвестировала, а ты купила АИП? Я говорю, да, купила. Возможно, не нужно там, если у вас, может быть, нету средств, чтобы купить там АИП за 1000, за 5000, это другой вопрос. Не обязательно покупать самые дорогие АИПы. Есть люди, которые очень успешно у нас лидеры, и они начинали вообще с очень скромных инвестиций. То есть здесь не идет речь о размере инвестиций, здесь идет речь о факте того, что тот человек, который говорит об этом бизнесе, он сам тоже покупатель продуктов. То есть вот это очень важно. Поэтому обязательно, чтобы первые 10 дней была личная инвестиция, желательно это от 1000 юнитов и выше. Сегодня, кстати, средняя инвестиция мировая – это 1000 юнитов на человека. Поэтому сегодня очень просто продавать большие АИПы, чем вот раньше, когда мы работали только с технологией Skyway, там, конечно, были инвестиции поскромнее. Сейчас, когда перешли в такой глобальный инвестиционный портфель, то инвестиции, разумеется, уже более большие, потому что люди получают уже ежемесячно какие-то бонусы. Также обязательно дать задачу прочитать книгу, это Рэнди Гейдж, как Петру сказала, очень классная книга, тоже рекомендую, и изучать инвестирование, обязательно изучать, потому что человек, чтобы понял вообще, как деньги делают деньги, ему нужно понимать, что такое инвестирование, финансы, поэтому обязательно для новичков давайте какие-то курсы, приглашайте их на субботние встречи с Андреем Федоровичем, либо с другими спикерами, где они могут понять, что же такое инвестиции, финансы, как с этим работать. Можете также давать в записи какие-то сессии, если нету ближайшей онлайн-сессии по инвестированию, то можете дать записи. Книга называется «Рэнди Гейдж. Многоуровневая машина». Рэнди Гейдж, что-то там с многоуровневой машиной. На 30 дней, значит, чтобы человек стал уже в ранге, чтобы у него появился какой-то ранг, желательно это консультант. А затем, чтобы была работа уже со структурой, то есть чтобы он понимал, как работает маркетинг-план, чтобы он уже начал приглашать, чтобы у него уже стали появляться агенты и личные рандеву от 50 до 150. То есть 5 рандеву в день – это для тех, кто хочет быстро включиться в бизнес, у кого есть большое желание, есть на это время. 5 рандеву в день – это, наверное, то количество рандеву, которое быстрее вам поможет приобрести хороший заработок и включиться в наш бизнес. 60 дней мы уже говорим о том, что у человека должно получиться хотя бы 5 консультантов, инвестиция структуры должна увеличиваться, личные рандеву, разумеется, и после 3 месяцев, 60 дней, 2 месяца, уже можно поговорить о развитии региона. Что значит развитие региона? Это принятие участия уже в каких-то региональных, может быть, конференциях, вебинарах, встречах. То есть это уже тот человек, который может поделиться своим опытом. И 90 дней, как раз-таки 3 месяца, это уже может быть ранг-консультант, менеджер, простите, у которого уже есть консультанты, работает структура, он уже обучает других людей, и 90 дней у него уже в его структуре люди, которые находятся на этапе 10 дней, 30 дней, 60 дней. То есть это вот так идет, одно за другим, одно за другим. То есть мы создаем вот эту машину, мы создаем, это называется эффект снежного кома.
Поначалу вы вроде бы один, это ваше знакомство, ваши встречи, но как только вы делаете рандеву, вы подключаете новых людей, потом кто-то из них уже подключается, то есть в итоге вы уже делаете рандеву и презентации не для себя, а для него, потом еще человек подключается, и в итоге это снежный ком, называется эффект снежного кома. Вы уже будете коучем, будете других учить, других помогать, и, разумеется, работать также со своей первой линией. И когда вы уже выйдете на 90 дней, когда вы будете в ранге менеджер, то здесь у вас уже будет огромное количество и презентаций, и тренингов, то здесь уже такая будет ком разрастется, и вы будете очень-очень заняты. И очень просто начинается бизнес, когда появляются тоже лидеры вашей структуры, когда появляются люди, которые хотят тоже заниматься бизнесом, инвестициями, обучением, то есть когда уже есть команда. То самое, наверное, сложное, это вот первые 3 месяца, когда человек вроде начинает вроде как сам, но вы никогда не сам, потому что всегда есть у вас ваша верхняя линия, всегда есть группа людей, которые также с вами стартуют, всегда есть обучение как марафон, где вы видите, какое огромное количество партнеров начинается обучение. То есть вы уже не один. Посмотрите, сколько нас вот сегодня, сколько нас вообще в марафоне людей участвует. Поэтому вы уже не один, нас очень много. И если вы чувствуете, что вам стало одиноко и вы один, тогда пишите, мы обязательно вам сможем как-то подсказать и помочь, чтобы у вас это чувство сразу же прошло. Ну, наверное, все. Я вам рассказала, немножко дольше затянула, потому что более подробно дала информацию. Андрей Федорович, вы можете к нам подключиться и рассказать вот про то, как важно при первой встрече не брать деньги сразу же. Почему это важно продавать следующую встречу? Рассказать свою историю. Андрей, раз. Так, наверное, не может подключиться. Ну, хорошо, тогда давайте мы перейдем к Харину. У нас еще есть небольшая сессия. И, вот еще что хотела сказать важное. Смотрите, сейчас в этой комнате и вообще в марафоне проводят обучение как новички и проходят обучение, но также есть лидеры. Поэтому большая просьба к лидерам. В своих странах, в своих регионах назначьте конференцию на субботу. Обязательно обозначьте, в каком это будет офисе, в какое время, чтобы все те люди, что на марафоне и находятся в вашей стране либо в вашем городе, могли приглашать людей на презентацию. Также большая просьба – это сделать хотя бы один вебинар в неделю на разных языках. Это лучше, если это будет также суббота. То есть сейчас можете, лидеры, до конца этой сессии написать в чате, в группе, у нас есть Telegram общий, в какое время, на каком языке вы сможете в субботу провести вебинар. Нам нужен один вебинар на английском, один вебинар нам нужен на русском языке, один вебинар на испанском, на итальянском, на вьетнамском, на хинди, желательно на французском, на немецком. То есть давайте сделаем это как дисциплину. Каждую субботу у нас один из лидеров, это может быть лидерский совет, президентский совет, глобальный совет, кто будет делать один вебинар в субботу, где все наши марафонцы, новые люди и старички могут приглашать на этот вебинар, именно на презентацию. Приглашаем на презентацию после проведения рандеву. Прям подчеркните это где-то жирно. Сначала делаем рандеву, потом приглашаем на вебинары. И в субботу для тех, кто в Москве, в офисе, который у нас в Сити, в 12 часов проведет живую презентацию Петру Жалба. Он приехал в Москву на пару дней, поэтому решили воспользоваться такой классной возможностью. И Петр вчера согласился, он проведет презентацию, это будет в 12 часов в субботу. Приглашайте всех новичков в офис, все те, кто в Москве, русскоязычные.
и Петра проведет презентацию. Да, информация еще будет сегодня появляться в течение дня. Всех остальные я жду от вас информации по вебинарам в субботу. И не забываем, что в эту субботу в 2 часа будет сессия от Андрея Федоровича по инвестированию. 4-я ступенька по инвестициям. На этом все. Передаю слово Харину, чтобы закончить сегодняшнее наше выступление. Извиняюсь, что задержала. Надеюсь, вам было очень полезно. Всех благодарю. Пока-пока. Итак, на этом, как считаете, то, с чем Мила поделилась, выходит ли это за рамки невероятного? Я считаю, что мне конкретно это дало дополнительную информацию, как мне действовать. Поставьте 4, если вы согласны, и поставьте 3, если, ну, так себе. Я сам лично ставлю, или 5, если так себе. Я ставлю лично 3, 4, простите. Так. И значит, необходимо определиться с приоритетами. Да? Пожалуйста, завершите свое сочинение, если вы все еще этого не сделали. Проведите рандеву, пригласите людей, поработайте над презентацией, поработайте над вопросами. И если у вас есть вопросы, вы можете задать эти вопросы у своих кураторов. Необходимо разобрать презентацию. Презентации с вами поделились, поэтому ознакомьтесь с ними. Напомню вам кое о чем, что произошло сегодня. Мы сегодня не упражнялись, не пили воду. Почему? Потому что мы говорили, что вы должны будете делать это сами до начала сессии. То есть наша задача была неделю с вами потренироваться, чтобы у вас это стало привычкой. И вы уже сами должны немножко делать физическую прокачку, выпивать стакан воды до начала нашей сессии. Вот наш уговор. Так, какая же у вас будет домашняя работа? Поработайте в группах, проводите рандеву. Проводите их. И причина в чем? Что сейчас настало время действовать, принимать активные меры. У вас есть инструменты. Поскольку Мила и другие лидеры уже говорили об этом, все очень просто. Не идите на рандеву с целью заключить сделку, что-то продать. Установите связь с человеком. И если вы это сделаете, человек сам все выскажет, поделится с вами. Поскольку если вы проявляете уважение к человеку, относитесь к нему по-человечески, поверьте мне, все, что людям надо, это внимание. Просто поговорить с добрым человеком, и они раскроются. И они вам все расскажут. Просто все хотят найти хорошего друга. Станьте для них этим другом, станьте для них маяком, который укажет им верный путь. Поэтому сейчас ваш долг – это поработать в группах, провести рандеву. Выберите 3 человека и идите в какой-нибудь торговый центр и просто поговорите с незнакомцами, пригласите их на вебинар. Пожалуйста, сделайте это. Это и будет вашим проявлением инициативы. Если у нас генеральный директор с нами, я хотел бы, чтобы он еще выступил, но если так и не получилось подключиться, пожалуй, это все. Говорите от всего сердца, говорите от души. Конечно, многие люди проходят через... У многих людей случились интересные истории. Я уверен, что у всех есть такая история, которую вы хотели бы поделиться. И станьте тем человеком, который изменяет жизни других людей. Ребята, спасибо большое за внимание. С нетерпением буду ждать встречи с вами завтра в том же месте, в то же время. Ребята в чате,
пишите, расскажите о том, как вы себя чувствуете, какие у вас ощущения после вот 7 дней марафона. Чувствуете ли себя великолепно, взволнованно? Считаете ли вы, что это лучший тренинг, в котором вы когда-либо участвовали? Делитесь своими реализациями, впечатлениями в нашей группе. Большое спасибо всем выступающим, всем, кто вложил усилия в организацию этого марафона. И до скорого.